Всем привет, с вами снова MaxDay7, и на этот раз у нас новый ивент в Rollercoin. Это новое событие со своими призами, наградами, таблицей опыта, таблицей наград, но и со своими изменениями. Итак, давайте посмотрим, что же привнес нам сегодняшний день и сегодняшний ивент. Для начала, самое главное, что мы должны знать, это то, что теперь все абсолютно поинты будут равны кратно, скажем так, 1000, да, то есть, ну ладно, 1000 кратно 10, то есть все увеличили в 100 раз. Для чего это сделано? Если ранее за игры вы получали 5 поинтов, а за трату одного РЛТ 10 поинтов, то когда вы тратили 0.33, допустим, это не считалось за трату РЛТ по причине того, что, до одного не хватает, правильно, и вам нужно было потратить еще там несколько раз по маленькой сумме, а если вы этого не тратили, то, соответственно, эти 0.33 так и сгорали. Теперь же за трату каждого РЛТ вы получаете 1000, следовательно, если вы потратите даже 0.01, вы также получите просто единичку поинтов. Также очень сильно поменяли буст к опыту, именно процентный, да, то есть x1, x2, x3, x4. Если раньше за 1 РЛТ мы получали x1 буста за покупку, опять же напоминаю, покупкой считается то, что вы купили их вот здесь, то есть перевод любой из криптовалют в РЛТ, это считается покупкой. Вот, если я сейчас куплю, соответственно, это считается покупкой. И раньше вы получали за 1 РЛТ x1, теперь же за 1 РЛТ вы будете получать 0.2. Следовательно, для того, чтобы получить плюс x1, нам нужно потратить 5 РЛТ. Если хотим получить x10, то есть максимальный буст, нам требуется потратить 45 РЛТ. То есть, чтобы получить 9 раз там, да, по x1. 45 РЛТ на буст, который у вас продлится в течение часа. Следовательно, то, как раньше мы абузили игры, уже не столь актуально для тех, кто донатил раньше. То есть, если раньше были люди, которые донатили, ну и я в том числе, в принципе, и с помощью доната закрывали через абуз игр за 2-3 дня полностью весь ивент, теперь это не актуально, потому что в той ситуации нам требовалось поддерживать бонус x10 утром 2 часа и вечером 2 часа, а следовательно на новых условиях нам придется поддерживать его за 45, плюс еще любой 1 РЛТ утром, то есть 46 РЛТ утром, 46 РЛТ вечером. А также из-за увеличения общего количества опыта, которое нужен, то есть нужно 8 миллионов. По старым цифрам на старые ивенты это, соответственно, 80 тысяч. А там всегда было 26, 32, 33, 36 тысяч, но не было настолько много. Поэтому сейчас донатить таким образом нецелесообразно. Тем не менее, ивент стало закрыть проще, благодаря одному простому изменению. Это изменение касается того, что теперь трата РЛТ засчитывается абсолютно отовсюду. Если раньше вам трата РЛТ засчитывалась только из, допустим, непосредственно weekly офферов, соответственно, из самих по себе майнеров вот здесь в магазине, и даже на время ивента убирали лутбокс, чтобы его нельзя было, много раз открывать. Ага, смотрите, лутбокс убрали и в этот раз. То есть раньше мы могли потратить либо вот здесь денежку, либо вот здесь денежку. Сейчас же учитывается все. То есть это и новый добавленный крафтовый оффер, о котором мы поговорим чуть позже. Это и маркетплейс, это и крафт, деталей, майнеров и всего остального. То есть за каждую трату РЛТ, где бы это ни было, вы будете получать свои очки. Итак, давайте поговорим, как же сделать наиболее выгодно. Сейчас будет конкретно для донатеров, те, кто могут задонатить определенное количество денежек. Для того, чтобы закрыть вам весь ивент, вам потребуется, внимание, задонатить 45 долларов. Но из-за того, что сейчас есть скидка минус 25 на Dogecoin, следовательно, мы 45 умножаем на 0.25 и получаем минус 11.
и 25 там, ну, мелочи условно, да, то есть получается $34 нужно задонатить, чтобы закрыть ивент. Но это не все. Для максимального комфорта вам придется иметь на счету больше РЛТ, чем желательно 70. Если у вас будет 70 плюс, это хорошо. Сейчас я буду проворачивать операцию, ну, на которой я вам покажу наглядно, каким образом закроется ивент с помощью доната. Но также скажу и то, что для тех, кто не будет донатить и у кого нет возможности получить X, для вас лимит это скорее всего вот эта награда. 18 уровень, если вы будете играть по системе абуза игр утром и вечером чуть ли не большую половину ивента, то есть там 15-16 дней. Это ваш максимум. То есть вот это вот майнер, либо 600 РСТ. В принципе, за 10 дней на фри-то-плей достаточно легко можно дойти вот до Цербера на 63 тысячи. Параллельно с этим, получив 300 РСТ, получив 22 Ташент майнера, и тут еще, ну, мелочи по РСТ, немножечко ивент пасса и чуть-чуть бустов. То есть сейчас, как бы для фри-то-плей, конечно, награды сделали поменьше, я бы сказал, потому что даже если прям очень-очень стараться, то вот этот вот майнер вы уже не забираете на 132 тысячи. А следовательно 600 РСТ и как бы 3 майнера в общей сложности это где-то на 130 тысяч, это не так много. Так что для free-to-play, скажем так, абуз будет в Телеграме, думаю, там помогут люди. Итак, теперь смотрим для тех, кто может задонатить. Что мы делаем? Смотрите. Важно, я уже говорил, 70 плюс у вас должно получиться. Итак, мы начинаем покупать РЛТ. То есть мы покупаем РЛТ, пожалуйста, чтобы начинать получить буст. Сейчас на 27 я покупаю РЛТшек и, соответственно, получу... мне нужно купить в общей сложности на 45. То есть это у нас 25 минус 7, мне нужно еще 18. Сейчас докупаю еще 18. Это я уже не донатил, это у меня уже намайнилось. Так, подтверждаю. И после этого у меня должно получиться больше, чем 70, как видите, монеток. И при этом должен появиться буст на X10, который у меня продлится ровно час. После этого мы ищем майнер, который будет равен по стоимости примерно 39.40. Это у меня Nightshade. У вас может быть абсолютно другой майнер, какой вы хотите. Я, соответственно, снимаю этот майнер и иду на продажу. Предварительно я скопирую сейчас, во-первых, название майнера, хотя мне это и не сильно много понадобится, и открою вторую вкладку. Сейчас мы ее закрепим. Открою вторую вкладку, где в покупке введу исключительно Nightshade сейчас и, соответственно, найду его по стоимости. Вот, он стоит сейчас 42 РЛТ. После чего, что я делаю? Я нажимаю «Продать» и устанавливаю цену так, чтобы она была чуть меньше. То есть для меня эта цена будет 39.99. Копирую эту цену и выставляю на продажу мой майнер. Жду, пока загрузится. Допустим, он у меня уже выставился на продажу. Я иду и смотрю, здесь обновляю цену майнера. То есть добавляю плюс, добавляю минус. Вот мой майнер. Я его покупаю. Пожалуйста, я его купил. Сейчас я иду и опять же его продаю. Пожалуйста, я уже закрыл какую-то часть ивента. Опять ставлю такую же цену, выставляю, нажимаю его продать. Жду, пока цена изменится. Как видите, я уже опыт Event Pass, получил 2 РЛТ сверху. Цена изменилась. И я опять нажимаю его купить. Как видите, я его опять купил. Следовательно, я иду опять. Нахожу этот майнер. И ввожу, соответственно, опять минимум, за который я его продаю.
уже здесь где-то он должен был появиться. Вот, пожалуйста, он опять у нас появился. И, соответственно, я опять его продаю. И таким образом я повторяю до тех пор, пока не закрою ивент. Как видите, я уже получил, пожалуйста, еще. Это за Event Pass, то, что я апнул Event Pass. Так, смотрим, все еще. Никто не перебил нашу цену. Внимательно смотрите за тем, чтобы вам никто не перебил цену. Вот, чтобы он был один только по такой цене. Смотрите, покупаем. Таким образом, вы потратите в общей сложности 40 РЛТ. То есть вы уйдете в минус как бы на 40 РЛТ. Задонатите вы в общей сложности, сами понимаете. Вот, я уже драгон этого получил. Так, нажимаем, продаем. Задонатите вы 45. Если брать со скидкой для догикоинов 34, потратите вы при этом 40. Но вы заберете все полностью награды, которые только можно забрать в этом ивенте. Потратите на это 10-20 минут. Вот как я сейчас это делаю. И, соответственно, получите 20 РЛТ, 3 уровня епаса, что уже превосходит, как бы это сказать, ваши траты. То есть 3 уровня епаса стоят на данный момент 60 непосредственно РЛТ. А вы получите 20 сверху, потратив 40, еще и 60 запас, еще и РСТ токены, и ко всему прочему еще... Ко всему прочему вы еще получите майнеров новых. При этом уйдя в минус только на 40. Вот, пожалуйста, еще один майнер появился. Такс, опять смотрим, цену все еще никто не перебил. Подтверждаем. И таким образом продолжаем крутить до тех пор, пока у нас не получится нужная нам вещь. Все нормально. Пока еще. Главное не ошибиться, ведь кто-то может и перебить вам цену. Вы купите майнер, конечно же, дешевле, чем свой. Но как бы у вас выйдет минус на какое-то время по РЛТ, что крайне неприятно. Вставляем и продаем. Видите, я получил уже 20 РЛТ сверху. То есть на данный момент я уже в плюсе. Ну, пока еще. Скоро, конечно, буду опять в минусе. Но таким образом вы закрываете весь епас за минимальную цену. Пока это не исправили. Хотя не знаю, может быть это такая фишка. Ждем. Снимаем. Покупаем. Идем. Так, пока что новых майнеров у нас не прибавляется. Но зато мы уже получили 20 РЛТ, что крайне приятно. И особо при этом в минус мы не ушли. Пока что. Но нам еще многое предстоит. Такс. Видим. И покупаем. Я специально не буду ставить на паузу, чтобы был максимально наглядный пример, как я это делаю, сколько раз я это делаю, сколько раз вам придется это делать, чтобы было прекрасно понятно. И как это делать быстро, как я. То есть 2 вкладки, минус-плюс, ждем пока даже не появится, уже покупаем. Нажимаем здесь ОК, здесь сразу ОК. Переходим сюда. Соответственно, здесь у нас появился, видите, еще один майнер. Уже дополнительно. Да, вы можете пытаться таким же образом делать, только не уходя в минус по РЛТ. Честно, можете. Но
реальность такова, что, скорее всего, это займет у вас гораздо больше времени, а вот этот бонус X10, он крайне важен. То есть вы не можете позволить себе его никоим образом потерять. Поэтому лучше всего делать вот таким вот образом, как я сейчас показываю. Вот мы еще пикси получили, еще раз купили. Так, опять. Все еще никто нам цену не перебил. Такс. Здесь по той же цене покупаем. Но на всякий случай лучше иногда обновлять, потому что, возможно, там что-то пошло не так, скажем. Такс. Вот, смотрите, я получил уже 800 опыта Япаса. То есть по таблице наград я уже выполнил предпоследнее условие. Соответственно, продолжаю абузить таким же образом дальше. И в ближайшее время у меня будет закрыт полностью весь ивент. Также, пока я еще вот этим занимаюсь, хочу сказать о том, что те майнера, которые раньше были без процентов, ну, не раньше, а сейчас они тоже являются без процентов, эти майнера на данный момент, они, ну, когда крафтятся, на 4-м уровне у них появляется процент первый, да, то есть они начинают приносить вам процент, но только начиная с 4-го уровня. Так вот, буквально еще недавно они приносили крайне мало, то есть за даже хорошие майнера, которые давали там по 1000 уже крафченные и все остальное, процент был там 0,5, 0,75. Сейчас же, ребята, обратите внимание, очень сильно подняли все проценты за эти майнера. То есть у меня майнер, который давал условно 0.5, я вам чуть позже это покажу, просто чтобы, так сказать, эфир занять не только музыкой. Я чуть позже вам покажу, вот как это все выглядело. У меня он давал 0.5, а сейчас он у меня дает 2.6. И при крафте там будет вообще 3.6 давать в последнего уровня, если крафтить. То есть, ну, стоит задуматься, потому что это действительно достаточно круто. Такс. Даже не представляю, как это в роли выглядит. То есть там постоянно появляется Nightshade, и он постоянно исчезает, получается, с продажи. Но советую продавать что-то вот действительно на такую вот сумму. И желательно, чтобы это был не очень популярный товар, чтобы вам никто не мешал, и вы могли спокойно этим заниматься. Так, опа. Смотрим. Кто-то, возможно, перебил цену. Кто-то, возможно, перебил цену. Как вы видите, нашлись особо умные, которые решили продать подороже. Соответственно, мой же оффер. Соответственно, я что делаю? Я удаляю свой оффер. Жду, пока у меня обновится непосредственно Nightshade. И иду в майнера. Нажимаю продать. И вижу, что здесь два особо умных человека сделали 40.95. То есть моя ставочка уже идет 41. Следовательно, что мы делаем? Мы делаем так, чтобы у нас было число меньше, чем у него. 38. Это мало, значит, добавляем точку 38,8. 38,9. Копируем это. И сейчас выставим, когда у нас загрузится вот здесь вот непосредственно майнера. За это время можно пока вот открыть, показать вам как раз таки про что я говорил. Или это у нас роллер упал. Похоже, что действительно упал роллер.
Что ж, это неприятно, если честно. Вот, у нас загрузило игры. Ага, стоп. Так у нас уже и как бы конец. То есть я уже переобузил. Вот, пожалуйста. Конец моего обуза. Он, получается, у меня закончился. По итогу у меня было изначально 75, по-моему, осталось 60, то есть 15 РЛТ у меня уже куда-то ушло, да? Ну, как куда, мы прекрасно знаем куда. Теперь же давайте поговорим об обновлении немножечко крафта. Как вы видите, я вам показал, как это обузится, и все на этом. Обновление крафта. Здесь нам добавили офферы, крафт-офферы, которые можно будет делать за детальки. При этом он будет делаться какое-то определенное количество времени, то есть вот вы нажимаете Craft Price, 40 RLT, если у вас есть все эти детали, и будет делаться он 12 часов. Но эти часы можно сократить. В зависимости от того, сколько часов у вас прошло, цена будет постоянно падать. Здесь изначально было 6 часов, по-моему, или 8, по-моему, 6. За каждый час, короче, скорее всего, снимается 1 RLT. И если вы хотите, вы можете ускорить постройку майнера. Если вы не хотите, вы можете спокойно взять и подождать нужное время. Итак, про какие же я говорил добавленные проценты. Смотрите, у меня есть в коллекции очень, скажем так, такой, тяжело доставшийся мне майнер, я его крафтил. Вот этот майнер Blessed 5 уровня. И как видите, он дает теперь 2.6%, хотя раньше он давал 0.5%. И все майнера абсолютно крафтовые, которые изначально идут без процентов, то есть я имею в виду под майнерами, вот крафтами, которые вот изначально 0, да? То есть сейчас мы можем зайти, допустим, посмотреть, вот сколько этот майнер в итоге будет давать процентов, когда мы его начнем крафтить. Так, что-то тут не так. Где-то я ошибся, или оно просто слишком много? Его даже не ищет пока еще, да, в майнерах? Ну что ж, такое бывает. Хорошо, давайте тогда посмотрим вот тот, который был в непосредственно прошлом ивенте, последней наградой. Смотрите, сейчас он на последнем уровне будет давать 6,2%. А раньше это было там 2-3%, не более. То есть они очень сильно увеличили проценты. К тому же сейчас процент начинает даваться, начиная вот уже непосредственно с 2-го уровня. То есть на каждом уровне он уже дается, а не только на 4-м. Смотрите, еще один лайфхак. Когда это все произошло, у меня этот майнер стоял на полке. И, соответственно, процент у меня как был, так и остался. Ничего абсолютно не поменялось. Но если вы снимете его с полки, и после этого выставите на маркет, независимо, за какую сумму, за 1000 RLT ставьте, а потом сразу же отмените и вернете его на полку, этот процент вам добавится. Правда, может перестать считать что-то другое, но, по-моему, мне все в итоге вернуло. То есть смотрим, 67.13. Смотрите. Сейчас я сниму все майнера, которые у меня... Кстати, вот я не посмотрел, действительно ли изменился крафт майнеров, которые до этого были с процентом. То есть больше ли они начали давать. Вот это тоже хороший вопрос. Для этого нам нужно что сделать? Для этого нам нужно зайти в коллекцию, зайти в крафченные. И здесь вот найти вот его, 1.05. Нет, значит, майнера, которые изначально были с процентом, их не имеет смысла куда-то девать. То есть это мы ставим на место. Трогаем только майнера, у которых изначально процента не было. А таких у меня, как оказалось, всего 2 получается. Тут был процентик, тут был процентик. Куда-то вот у меня водолаз делся в 2 скрафченный. Что-то я его не вижу. Но да ладно. Значит, куда-то он решил... но он в любом случае с процентом, так что ничего страшного. Вот, пожалуйста, у нас 67-13%. Идем на маркет. Нажимаем продать майнера. И продаем сразу вот этот. Продаем за 10. Его за столько никто не купит. Выставили.
Пах. И идем выставлять следующий, который, соответственно, уже нам должен... ну он, кстати, тоже с процентами. Я тут ошибся. Ну, как видите, хорошо. 67-13, да, видите? То есть процент не изменился, так как мы забрали майнер, который без процента. Теперь же идем в My Orders и удаляем. И мы должны получить за него минимальный процент. 67-27. Видите? То есть мы получили дополнительно 0,15. И это касается, как я уже и сказал, только майнеров, у которых до крафта не было абсолютно никаких процентов. То есть, если даже там было 0,25, к сожалению, это уже, ну, как бы майнер с процентом, и это уже так не будет работать. Так, теперь вот могу поставить все крутые майнера. И, в принципе, на этом, я думаю, ролик подходит к концу. То есть, как быстренько закрыть этот ивент, вы посмотрели, да, с донатом. Соответственно, как закрыть его без доната? Никак. Максимум наград это где-то на 1 500 000. И то это, если вы каждый день будете использовать стратегию из телеграм-канала. Так, ссылочка на который будет в описании. Про, соответственно, крафт рассказал, про то, что изменили процентики, рассказал. Ну, вот и все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было приятно и познавательно. Регистрируйтесь в Rollercoin по моей ссылке в описании. Я буду всем благодарен. Всем спасибо. Пока.